Кому личины заморские, кому человек в клетке. Здравствуйте, уважаемые зрители. Кому человек в клетке, кому личины заморские, кому человек в клетке, кому личины заморские. С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. И сегодня мы с вами будем говорить о человеке в клетке. Я с платками, с человеком, и теперь мы попробуем все эти три предмета соединить. Когда мы думаем о себе как о какой-то личности, то мы себя представляем чаще всего как какой-то монолитный объект. Но у нас множество процессов, и эти процессы мы сегодня выразим символами. Вы уже знаете из моих предыдущих видео про то, что есть клетка, человек в ней заперт, фигурировала стеклянная банка и так далее. Теперь мы с вами уделим внимание вот этой клетке. У нас множество эмоций, множество чувств, которые нас переполняют. И если бы мы с вами не сдерживали себя, то какими мы бы были? Давайте вы поставите на паузу это видео и сядете, запишите, как бы я себя вел, если я себя вообще не сдерживал, вообще не затыкал себе рот, вообще не притворялся тем, кем я сейчас на самом деле не являюсь. Кем бы я был, если бы я не принуждал себя отменять себя. А потом запишите и продолжите смотреть это видео. Итак, какими мы бы были, если бы у нас не было контроля? Этот контроль и символизирует прутья этой клетки. Внутри этой клетки у нас сидит уже знакомая вам фигурка человека. И человек, когда думает о себе, он думает о себе как о чем-то прекрасном. Но я думаю, что вы уже умеете быть честными с собой. И когда вы записывали, то вы обнаружили, что если бы вы себя не сдерживали, если бы не притворяли собой, то многое бы стало вам про себя известно и людям окружающим тоже. Чаще всего мы сдерживаем рвущуюся наружу истерику, когда хочется заистерить и начать кричать. Сдерживаем агрессию, когда хочется все высказать в лицо. Я не хочу уже молчать. И сдерживаем желание указать, как правильно. Мы бы, если бы озвучили все мысли, которые у нас есть на самом деле, мы бы шли по улице и говорили: у этого прическа отвратительная, этой надо юбку переодеть. Что это вообще за дурак какой-то, как он выглядит. И если бы мы пришли даже в какое-то сообщество, то наша психика, она начинает абсолютно бессознательно, автоматически всех обесценивать. Потому что мы автоматически пытаемся забраться на вершину, быть лучше, потому что если мы не лучше, мы сразу чувствуем себя хуже. Для того, чтобы не подвергаться, собственно, этой агрессии, мы заползаем на этот стульчик лучшести профессионально, находя к чему бы придраться у других людей. И вот этот вот контур контроля, который нас держит, он создает у нас иллюзию того, что мы много жертвуем и много отменяем себя. И у человека, у которого много желания рассказать, как правильно, много желания дать ценное указание, много желания повышать голос и высказывать злость, у этого человека контроль будет мощный. Иначе человек не сможет социализироваться. То есть, когда мы говорим про эту нас ограничивающую сетку, мы говорим про контроль, который помогает нам с вами социализироваться. Итак, человек в клетке и контроль, который помогает быть ему социально приемлемым. И платочки. Платочки. Кому? Личины. А наружу мы с вами демонстрируем некую личину, некую персону или же какой-то персонаж
выставляем наружу вместо себя. То есть каждый из нас, он состоит из условно этих 3 слоев. Конечно, этих слоев, если на рентгене просветить, нет, но мы пытаемся с вами систематизировать какие-то внутренние процессы. Итак, у нас есть нечто рвущееся наружу, которое хочет, чтобы всегда было так, как ему хочется. Есть контроль, который это сдерживает, и есть некая личина, которую человек демонстрирует вовне. Так бывает, что человек с одной личиной ходит много лет. Много лет. Я думаю, что вы знаете на своем опыте или же видели таких людей, которым вроде бы 30, а они ведут себя как дети. Даже голос, манера себя вести. Или же люди, которые выставляют некий персонаж вместо себя, и этот персонаж, он какой-то, например, даже прекрасный. Люди могут выставить некий персонаж на публику, который будет впечатлять собой, по отношению к которому будет восхищение. Но человек, живущий из персонажа, он чувствует неимоверное напряжение внутри себя. И это напряжение, оно и воспринимается нами изнутри как отмена себя, как контроль себя, как сдерживание себя, как скованность. Я думаю, что вы все можете из личного опыта достать такие моменты, когда вы чувствовали сжимание себя в разговоре с кем-то. Прям вплоть до того, что плечи болят, челюсти болят, жуткое опустошение. И вот эта обусловленность внешними какими-то обстоятельствами нами не воспринимается как то, что мы делаем с собой сами. Нам кажется, что это кто-то делает с нами вовне, кто-то принуждает нас вести себя так, как надо. Но по факту это избыточное напряжение, нам надо снять покров личины для того, чтобы увидеть, что тут происходит. На самом деле, когда у нас какие-то, например, ответственные разговоры, или же нам хочется понравиться, произвести впечатление, вот это вот контроль себя происходит за счет вот этого сдерживающего контура. То есть, чем я хочу быть более соответствующей личине, тем больше принуждения у меня будет. Чем моя суть больше отличается от личины, тем больше мне надо принуждения. И люди настолько привыкли соответствовать каким-то персонажам, что они это напряжение внутри, когда они выходят в люди, они считают его чем-то даже естественным. То есть получается, что наш контроль, он воспринимается нами как отрицательный персонаж, то есть вот это давление, отмена себя и так далее. И мы с этим контролем, с этим давлением будем чувствовать себя жертвами, будем чувствовать себя теми, кто страдает. И действительно, если мы снимем эмоциональный слепок с личности, то есть личность, она опишет, что она чувствует, то она говорит: я чувствую напряжение, я чувствую контроль, я чувствую принуждение, я чувствую отмену себя и так далее. То есть все это верно, все это верно. Но отмена и принуждение происходит вот той нашей сути, которая хочет всем рассказывать, как правильно, у которой есть собственное мнение по каждому поводу, и которая постоянно сдерживает свои истерики и свою агрессию. То есть фактически без этого контура человек не смог бы вообще ничего. Он просто бы истерил, злился и делал то, что бы он хотел. Вот когда нам надо что-то сделать, вот слово надо, вот из этого надо и сплетен весь этот контроль. Надо, нельзя, должен и так далее.
то мы начинаем сжимать себя, принуждая к этому надо. И на это сжатие у нас может начаться внутренний бунт. Я в некоторых видео уже говорила про то, что может быть бунт даже против того, что мне надо. То есть я это выбрала, мне, например, надо написать статью, но я начинаю бунтовать против самой себя. И если наша суть личности не эволюционирует, то человек постоянно будет ощущать вот этот неимоверный контроль при контакте с социумом. Неимоверное принуждение и неимоверную отмену себя. И важным моментом здесь является вот эта вот сказка про то, что я хороший, я прогибаюсь, я уступаю, я молчу, я всего не говорю. Человек, когда вот так думает про себя, то он все время видится себе таким страдальцем. Но что он не выпускает из себя, он не задумывается. Что он сдерживает этим контролем, он тоже не задумывается. И не задумывается, а что бы было, если бы ты не сдерживал. То есть вот эту свободу, которую человек себе позволяет, чем она чревата для него, какие у нее последствия. То есть мы не думаем последствиями, мы просто снимаем этот слепок эмоциональный и рассказываем про страдания. И очень хорошо это видно, когда ты проводишь какую-то консультацию психоаналитическую в паре. Каждый рассказывает про то, как он страдает, как он сдерживается, как он отменяет себя. И люди постоянно себя чувствуют этими страдальцами на работе, вообще в целом по жизни. То есть вот это все буйство, которое бы точно разрушило жизнь, оно отменено, но при этом человек себя ощущает приносящим жертву. И помимо этого человек еще считает, что другие ему должны. То есть вот эта отмена своего буйства, своих истерик, своей агрессии, затыкание рта, когда хочется сказать, как правильно всем надо жить, воспринимается человеку как ограничение себя, как отмена себя. И вот этот вот контур, который давит на человека, он человеком не воспринимается как свой. Он постоянно будет делегирован внешним обстоятельствам. То есть вот этого все время ощущение, что это социум на меня давит, что это кто-то меня принуждает, кто-то мне запрещает. Знаете, даже когда в тоталитарной даже стране запрещено высказывать свое мнение, то этот запрет идет из контура. То есть контур, отвечающий за сохранение жизни, он не дает личности писать. То есть это самопринуждение. Да, есть внешний запрет, но личность запретила это сама себе. И она давит на себя сама. То есть ты можешь писать, но это есть последствия. Может понять только человек, который разбирается во внутреннем мире. Вот эти вот личины, они человеком могут создаваться раз в жизни, но могут и меняться. У человека, у которого стертая индивидуальность, он даже общаясь с кем-то другим, начинает приобретать как будто его привычки. Как будто начинает подстраиваться и становится немножко этим человеком. Или попадая в какую-то организацию, меняется и становится таким. И вот эта вот личина демонстрируемая, у меня как психоаналитика она видна, когда человек искусственный. То есть он не естественный, а искусственный. И вот этот образ слишком хорошего, слишком правильного, слишком замечательного, он всегда мне как аналитику дает возможность достроить, что человек прячет под этой вуалью личины, что он скрывает. Вот этот вот мощный контроль,
который мы с вами, я думаю, уже договорились не считать отрицательным персонажем, потому что он защищает нас, направляет и так далее, вот этот контроль, который давит на личность, которая не эволюционировала, осталась в своем буйстве, этот контроль будет точно так же давить на других. То есть, когда у человека появляется какая-то власть над другим, он этим же, с такой же силой будет давить на другого. И мы это чувствуем, например, когда люди предъявляют нам свои страдания. Они говорят, вот я страдаю. И мы чувствуем это давление на нас на каком-то очень тонком уровне. То есть важно понимать, что этим давлением человек отменял себя, не разрешал себе агрессировать, а теперь выпускает. Или себя как устраивающую истерику вот этому неправильному другому, или же как злящийся на другого. Если бы этого контроля не было, мы бы поубивали друг друга, потому что злость, ее конечный результат — это нанесение телесных повреждений вплоть до убийства. То есть этот контроль нас и с вами защищает от того, чтобы мы не убивали. Человек, который прорывает этот контроль, он может совершить вот такие вещи. Или же ударить, например. И человек, который все-таки сбрасывает этот контроль, то есть эмоциональным давлением, он вырывается наружу, он чувствует абсолютную свободу. Вот это ощущение абсолютной свободы, когда я избавляюсь от собственного контроля. В этой свободе человек не социален. Не социален. Если он не эволюционировал, если он остался на уровне младенца, который хочет диктовать свои условия, он не социален. То есть он начинает все разрушать вокруг, и это чревато тем, что он останется в одиночестве, не получит доступ к благам, то, что он вокруг будут только одни враги. И человек, понимая эти последствия, он опять себя запихивает внутрь этого контроля. Внутрь этого контроля. Но при этом себя чувствует страдающим, отменяющим себя. И он так даже и говорит: я столько молчал, столько отменял себя. Но не хочет понимать, что он это делал в свою пользу. Этот контроль, эту клетку контроля мы с вами одеваем, когда просыпаемся. То есть мы с вами в неге, мы делаем то, что хочется. Потом мы проснулись, и мы мгновенно попадаем вот в эту клетушку. Потому что без нее мы бы просто не встали с кровати. Мы просто лежали бы, нежились, но этот бы контроль на нас бы давил и говорил, что ты лежишь, ты не можешь, там, так, деньги не заработаешь, свою жизнь потеряешь и так далее, и так далее. То есть человек без этого контроля, без этого надо превращается практически в младенца, который требует обслуживания, который сам не становится недееспособен. Потому что основное наше «хочу», самое мощно заряженное, они младенческие, поэтому мы неизбежно будем катиться туда. Вот этот контроль, несомненно, можно преуменьшить. Если человек не в состоянии мыслить, он не может этот контроль заменить ничем. Вот когда вы спрашиваете, что надо делать, вы хотите прутья для клетки. То есть личность не учится мыслить, не учится быть в моменте, а хочет какие-то инструкции, по этим инструкциям она себя ведет. Давайте еще один платочек вам продемонстрирую. Видите, сколько у меня платочков разных. То есть человек постоянно хочет выткать такую вот личину, которая бы ему дала больше всего благ. Людей, которые хотят поменяться изнутри, единицы, а людей, которые хотят соткать вот эту себе новую личину и надеть ее, множество. И многие люди, когда ходят на учебу, они ткут эту личину, они делают ее более совершенной. То есть они учатся как бы лучше притворяться. Я иногда, когда общаюсь с клиентами, которые я вижу, что они мне демонстрируют личину, я внутри вспоминаю считалочку: улитка, улитка, покажи рожки. То есть и это на самом деле рожки, потому что
мне нужна как аналитику вот эта суть. Вот она меняет жизнь. А это все, вот этот лишний контроль, более крутая личина, это все там же, нахождение там же, в той же жизни, по тем же правилам. Вот эти вот муляжи, которые человек ткет, они ткутся большим усилием. То есть человек себе 2 раза отменяет. Он себя сначала, чтобы этот муляж продемонстрировать, он сначала подавляет себя, а потом принуждает себя демонстрировать какой-то образ. И человек, который демонстрирует этот образ, он его прямо навязывает. Вот эти вот образы, эти личины мы навязываем реальности. Мы хотели бы, чтобы реальность вот точно приняла эту личину, потому что мы потратили громадное количество сил. Это, знаете, как наготовить на праздник, а гости не едят. Вот это точно так же. Мы вложились в эту личину, а ее отвергают. И нам ее поддерживать стоит громадное количество сил. То есть вся энергия идет на удержание этой личины, на транслирование ее миру и на подавление этого буйно помешанного внутри, который хочет все время вырваться, всем рассказать, заистерить, заругаться и так далее. Поэтому суть этой басни такова. Вот это ощущение, что ты жертва, оно несколько неистинное. Ты действительно жертвуешь, но чем ты жертвуешь на самом деле. И вот эти вот личины, которые мы демонстрируем, вот эти вот люди, которые хвастаются, какие они хорошие, как они прогибаются, как они уступают, они не договаривают. Они это все делают для себя, чтобы выжить, чтобы получить желаемое. Но хочется продать все время эту личину подороже. Поэтому я начала свой ролик «Продаю платки, кому личины». Мы вложили в нее много сил, и теперь мы хотели бы больше за нее валюты. Вот такая история сегодня получилась. О том, как эволюционировать этому человечку внутри, мы поговорим на школе эмоций, мы поговорим о нашей сути, о нашем эмоционировании, о нашем чувствовании, как его расшифровывать, как понимать. Школа уже начнется завтра, в субботу, так что можете еще к нам присоединиться. И еще небольшое продолжение этого ролика будет видео для спонсоров. Тут, кто недавно на моем канале, может быть, вы не знаете, есть еще видео для спонсоров. Они выходят по вторникам. Но если у вас нет возможности ни на школу попасть, ни спонсорские видео смотреть, предлагаю вам не злиться на меня и не злиться на себя и не расстраиваться. В бесплатных видео я даю много информации, говорить думая, и спонсорские видео доступны, раз в год я вебинары выкладываю. Так что если вы будете усердно конспектировать, вам эта информация, я думаю, поможет. И я прошу тех, кто смотрит и кто хотел бы сказать спасибо, поставить лайки и по возможности поделиться моими видео с другими людьми. И я с вами прощаюсь. До встречи.